Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас на прекрасной Камчатке. Многие из вас смотрели выпуск «Цены в Калининграде». 44 есть молоко? Офигеть. Но это с карточкой. Вот интересно, правда? Калининград вроде тоже не ближний свет, а цены такие же, ну почти такие же, как в Питере, Нижнем, Казани и Москве. Также многие из вас смотрели выпуск «Цены в Москве». А вы откуда? Я сам с Абакана. Ты откуда? С Минска, Республика Коми. А вы откуда, если не секрет? С Камчатки. Вау! Ну вот уже несколько недель нам не дает покоя вот эта фраза. У вас молоко, что ли, там дороже? Ну вот йогурт от Даниссимо стоит 150 рублей, здесь 50. Сегодня посмотрим с вами цены на творог, помидоры, да, ваши любимые помидоры, а также айфоны, бензин, колбасу и многое другое на Камчатке. Будет интересно, что к чему, обзор. Поехали! Ребятушки, годы идут, китайские автомобили наступают, а на Камчатке ситуация все та же. Вот она перед вами. Средний, так сказать, статистический... Рот замерз, прохладно. Статистический автопарк Камчатки. Toyota правый руль со шноркелем, Nissan правый руль, Toyota правый руль, 4Runner. Вот это редкий случай. Toyota, Subaru, Крузак. Это что-то на богатом. Ни одной пока что новой китайской тачки. По-прежнему японский утиль. То, что там сдают уже по истечению лет, здесь во всей красе. Да, машине досталось. Ну что, теперь ее не продавать, что ли? Ну кто-то возьмет подешевле, поменяет там крыло. И сразу к делу, не отходя от кассы. Продуктовый магазин, называется Шамса. И вот тоже интересный момент. Пятерочка, перекресток, Чижик, Ашан, азбука вкуса. Что у нас там еще есть? Вкусвилл. Ничего этого на Камчатке нет. Никаких сетевых магазинов, ну, в привычных крупных городах, на Камчатке нет. У меня есть цены, которые прямо сейчас в крупных сетевых магазинах Казани, Питера, Нижнего, Москвы, но Новосиб, я думаю, какой-нибудь, плюс-минус Екатеринбург, тоже, ну, примерно то же самое. И вот продуктовый магазин на Камчатке. 229. В пятерочке 169. Помидоры-то где? А что, нет помидор? Есть только вот такие дрещевые, черри. По 339 со скидкой, было 425. Йогурт, пойдем посмотрим. Мы близки к ответу на вопрос. What? 3 раза дороже. Получается так? Подожди, яйца, давай посмотрим, яйца. Извините, а где яйца тут? Нет яиц. В смысле? Привезли еще вообще. Вообще никаких яиц, вообще никаких нет? До вчерашнего дня нет. А так раскупают, что ли, активно? Да, если когда есть, Дайте помогу. да. Ладно, молочко есть, молоко в наличии. Самое дешевое в сетевых магазинах в центральном регионе 32,99. А дешевле молока нет, что ли? Какой он? Нет, вот, 112 молоко. Вот это? Да. Да, наше, да. Это камчатское молоко? Да, Островская вот. То есть это еще и здесь сделано? Первый раз, что ли? Давно ж так? Еще Как так? дорого будет, еще дороже будет. Когда? Зимой? Скоро, да. Серьезно? Шампунь 600 рублей. Ну это какой-то крутой. А какой-нибудь Head and Shoulders 841 рубль за шампунь. Не знаю, может магазин такой? Хотя людей много. Пойдем еще в какой-нибудь магазин зайдем, да? Ага, ребятушки, заправка. Ого, нифига, на Камчатке детские площадки, посмотри. Вот это прям классная по центру. Справа тоже ничего. Итак, 95-й 66 и 6. Такая цена интересная. 98-й 75,5, 92-й 61, дизель 80 рублей. Бог. Но при этом это не мешает людям много ездить на автомобилях. На больших машинах, да. Вот Камчатский двор. Что-то как-то немножко пошарпано. Но мы хотели посмотреть магазин со странным названием «Парни». В преддверии Нового года Камчатский хлебокомбинат «Парни» готовит сюрприз для любителей конфет «Птичье молочко» с шоколадным вкусом. О, вкусно пахнет всякими печеньками. Здравствуйте. А цены у вас такие низкие, 23 рубля за буханку. А где самые низкие цены на продукты? Раньше был 6-й километр. Ну, в принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. Но сейчас я вот смотрю на цены, как бы они особо не отличаются. Единственное, что база на 8-м километре, там подешевле. Это город Петропавловск-Камчатский, база 8-го километра, дискаунтер, Доброцен. А вот в городе просто зайти там в магазин, из подъезда вышел, Ну
прям дешево не будет. Самая популярная шапса. Да, вот, но вот, там вот, ценники вот. тоже как бы, А говорят, зарплаты выше в 2 раза, чем в Казани, в Питере. Соответственно, зарплата должна быть 1200, наверное, у вас? Нет? Тут 50-то заработаешь, что такое. Не подскажете, где рыбу дешевую купить? И икру, вот. Ну, икра везде, по-моему, дорогая, но опять же на рынке на шестом, либо на КП. Это так называемый рынок на КП. КП – это Комсомольская площадь, или еще одна версия, то, что раньше здесь был контрольно-пропускной пункт «Порт». Поедем посмотрим. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Тут дети с айфонами ходят сами по себе. Ничего себе. Тут вот что-то еще есть. Фрукты, овощи какие-то, палаточка. Во, погоди, помидоры посмотрим. Здравствуйте. А у вас есть помидоры? Ищем дешевые помидоры. А почему? А откуда помидоры везут? С Москвы помидоры тащат? А это там ошибки нет в цене? 880 рублей помидоры? Их что там, везут в бизнес-классе, что ли, эти помидоры? Китайские, они дешевле В смысле? А в сезон сколько они стоят? Вот самая низкая цена, вот прям самая. 450 максимум. Так это ж все равно дофига вообще-то. Вот самолет, но там места нет, только 2-3 палеты и все. А люди вообще покупают помидоры? Да, конечно, богат в Калининграде очень много есть. Помидоры по 900 рублей у вас? Болгарский перец за 1100 вас не смутил, да? Блин, ладно, мы пойдем дальше. Спасибо большое. Несколько интересных фактов о Камчатке. Петропавловск-Камчатский расположен в Азии, на Дальнем Востоке России, в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Короче, на карте находится вот здесь. Основан в 1740 году участниками второй Камчатской экспедиции под командованием датчанина, но он датчанин был, еще в Амстердаме учился, Витуса Беринга. Площадь 362 квадратных километра. А это что такое? Это крышка от генератора, который используется как место, чтобы столбить парковку. Население города, ребятки, это самое интересное. 163 152 человека. Представляете, 160 тысяч всего человек тут живет. А мы где идем? Тут что-то дорожка, мест нет. Люди ковры сушат. Смотри, какая логистика сушки белья. Кто-то договорился из этого подъезда вот с теми, и они протянули вот такую веревку. И мотают, вон там колесико, видишь, крутишь, это можно повесить белья вот от сих вот до сюда, представляешь, труселей развешивать во дворе. Пойдем перекусим, ребятушки, мы не завтракали, честно говоря, но времени 5 утра по Москве, как-то встали в 2 ночи. Да, надо перекусить, ребятушки, 55 секунд, согреться еще надо. И продолжим, дальше интереснее. Да, ребятушки, открыть собственную кофейню, чтобы красиво, и вот так вот мечтают многие. Но потом пробуют, и получается что-то вроде вот такого. Что здесь происходит? Первый банк для предпринимателей Модуль Банк запустил платформу для кофейного бизнеса. Называется Кофестор и подойдет тем, у кого уже есть кофейня или несколько, или тем, кто только планирует открываться. Прямо в Кофестор можно закупить оборудование с беспроцентной рассрочкой от банка, а также любые сопутствующие позиции вроде стаканчиков или лимонада и даже выпечки. Получить эквайринг для кофейни со ставкой 0%. Да, прям совсем бесплатно. И даже закупить спешлти кофе по цене ниже рынка и доставкой на следующий день. Команда Кофестор поможет открыть кофейню с нуля и под ключ, и даже проведет бесплатное обучение для ваших бариста. Все, что нужно для кофейни бизнеса в одном удобном личном кабинете. Подробнее по ссылке в описании или по вот этому QR-коду. Рекомендуем. Продолжаем. Да, ребятки, спасибо, что посмотрели. Продолжаем. Это что за... Где мы вообще? Дрова на зиму у кого-то заготовлены. Вот. Серьезно? Вот это интерфейс! Это же судоходная какая-то история. Ты реально думаешь, что это лежачие полицейские? Зацени расстояние от фасада до начала окна. Полметра почти. Там утепление, наверное. Сколько интернет стоит? 30 мегабит 1155. 2350 в месяц стоит 100 мегабит. Ну это стелек. А, еще не, сорян, мобильная связь. Это что за... Где мы вообще? Дрова на зиму у кого-то заготовлены. Вот. Слушай, а детских площадок нет. Это детская площадка? Зацени, как адрес высоко. На уровне 2,5 этажа висит. В аптеку требуется фармацевт-провизор. А тут это что, аптека или кофту продают?
10 тысяч рублей за ходку. Извините, а у вас там вакансия есть фармацевта? А сколько зарплата? 20. А 60 тысяч это уже какие-то деньги. А максимально прям самые, если повезет. Ну, если вдруг вот прям самый идеальный расклад. 100 тысяч, да? Понятно, спасибо. Ну вот ты получил 60 тысяч. Твоей зарплаты хватит. Яйца надо найти. Яйца точно, пойдем. Здрасте, мы вас смотрим. Правда? Да, я не ждал, можно поздороваться. Очень приятно. У вас там не спят? А можно фото? Конечно, можно. Да, На мы самолет. сами из Петербурга, нас сюда перевели. Вот интересненько. Вот мы цены ходим, смотрим. Как вас зовут? Анна? Анна, очень приятно. Можно вам пару вопросов задать? Да. Помидоры почем? О, это отдельная Вот тема. интересная история. Ну, где-то рублей 600. Как вы тут живете вообще? Ну, с Божьей помощью. Ну это все понятно, но тем не менее, то сколько нужно денег в месяц, чтобы Я здесь не как-то знаю. нормально питаться? Ну, 1400, наверное. А вы чем занимаетесь? Ну, я У сейчас вас в самая, декрете, самая важная работа, да. Работала на скорой. Давайте фоткаться. Давайте, Ну, подождите, да. где? На скорой. Вы врач? Ну да, По Питеру, видимо, скучаете. очень. Давайте фоткаться, да. Удачи Всё, вам. Спасибо большое. Вам огромное. А где икру покупать? Тут, наверное, икра вообще копейки стоит. Ага. Вот тут рынок есть. Вот прямо, да? Ну да, вот по этой По этой улице? Так. Слева. 1009 она сейчас, наверное, очень подорожала. В пятерочке икра стоит 749 рублей 100 грамм. Значит, 7400. Ну да, А вы сказали сколько? 9. Большие города отвозят, считай, тут никому ничего не остается. Мне тоже мама говорит, не привози ничего в Питер, у нас то же самое стоит. И дешевле. Да. То есть вам, наверное, с Питера помидоры сюда возят. Да, я вожу и овощи, представляете? Удачи вам. И вам. Все, спасибо вам. Рады огромное. видеть. Вы Хорошего вообще настроения и супер. здоровья. Удачи. Батарейка садится? 3%, ребяшки. 55 секунд, батарейка садится и продолжим. Ребяшки, знаете ли вы, что всего за 5 минут и не выходя из дома можно получить самую качественную сотовую связь в стране? Вместо привычной сим-карты, за которой нужно идти вот куда-то под дождем или по сугробам, вы можете вот буквально за 5 минут оформить электронную сим-карту. Называется eSIM и работает в любом современном смартфоне. Пользуемся такой уже 5-й год? Отлично. Более того, вы получаете eSIM от Мегафона, оператора номер 1 по скорости и покрытию сети. Подробнее о eSIM от Мегафона по ссылке в описании. Рекомендую. Продолжаем. Ребятушки, не отходя от кассы, мы еще все на этом пятачке. Рыба, краб и креветка. Вроде не люксовый магазин, но просто вот что видим, туда и заходим. Здравствуйте. А если у вас и корочка? Нет, а просто вот прямо сейчас на хлеб намазать? Не сезон, что ли, или что? Ну, у нас нету, да, идите на рынок или на Авито ищите кого-нибудь. На Авито? Да? А что вы так удивляетесь сейчас? Хотите более дешевле купить? Да. Покупайте участников. У них тоже есть хорошая вкусная икра. Но мы истории наслушались всяких, что они там, лопатой в подвале месяц солят. Слушайте, ну что вы все взрослые люди таким На вещам верите? на ютубе есть видео. Я вот заготовлена уже здесь икра, да? Лососевая, зернистая. Но хочется зайти, как бы вот, быть более-менее уверенным в качестве товара. Получить чек. Вот как у вас, приличный, красивый магазин. И где-то сейчас там в подъезде буду покупать, непонятно где. Почему на рынке дорого? Потому Да. что у них есть документы, правильно? Бывает даже, что на рынке, она намного хуже, чем у участников. Знаю, что горбуша 5500. Во, хорошая Да. цена. Это которая вот там, вот это вот, участников. Да, есть такая жидкая икра, но Вот. это условия хранения. Так. Все нарушили, значит лучше не брать. Либо, Но надо же в этом знаете, понимать, а я что, есть я в этом не икра, понимаю. Пробуйте, она горчит. Так. Значит, много септика добавили. Ее лучше не надо брать. Вот поэтому лучше хочется в магазин прийти, купить то, что не потравишься потом. Я в икре вообще нифига не понимаю. Не то, чтобы я каждый день ложкой не ем. Знаете, я крупы тоже не понимаю. Ну, допустим, если Да. какой-то септик есть, Да. то я его чувствую. Ладно, спасибо большое за информацию. Сход снега с крыши машины ближе 5 метров не парковать. Мы приехали, ставим машину, 1, 2, 3, 4, 5. Машину предполагается парковать вот здесь. Но тут другая стена ближе 5 метров. Товары высоких... Магазин товары высоких технологий. Такие вот трекинговые ботиночки. Это что, цена? 19 490.
Я думал, 1005 они стоят. Чувак, ты чё, это трекинговая обувь? Трекинговые ботинки. 4400. Чего? Да ты 15 какая-то тысяч. тряпка. 7000 рублей. Это не обувь. Здесь подошва вибрант. Да тихо, не шуми. Ты чё, тихо, вот хотя бы одна Я тебе подошва щас стоит наклею 10 такое. тысяч. Это цена, да? Да, да. Прилично. Ну да. Прилично. А это что производство? Делается в Китае, это Великобритания. Не подскажете, а где квартал кафе? Второй этаж. Спасибо большое. Ну вот это тоже с какой-то подошвой крутой. Но есть подошва вибрант, которая была придумана. Ой, Кирилл, все понятно. Подожди, сантехника. Тоже интересно. Здравствуйте. 10 тысяч стоит бак. Ну, хорошая цена. Вообще отличная цена. Как это так? 10 кило помидор стоит как водонагревательный фирменный бак. Здрасте. Очень приятно вас видеть. А вы тут местные? Нет, я смотрю за вашим блогом. Спасибо большое. Очень познавательно. Спасибо за ваш труд. А вы откуда? С Воронежа. А что тут делаете? По работе, дома строю. Нифига себе. А сколько стоит хороший дом построить? Здесь? Ну вот самая минимальная цена за какой-нибудь более-менее толковый дом. 10 миллионов. А у людей есть деньги на такие дома? Ипотека, процентная, дальневосточная. 2%? О, кстати, вот это вот интересно. А как вас зовут? Вас можно показывать? Да, я не против. Мы вот цены смотрим. Ой, я не представляю, как они здесь живут. Вот. Я не представляю. Помидорчики по 900 меня, конечно... Вот. А вы как питаетесь? По овощам просто беру, лечу. У нас здесь стоит 300 рублей баночка. И витаминчики, и вкус. Ну не овощной салатик, знаете ли. Не овощной, но овощной здесь по праздникам. А люди переезжают сознательно сюда? Вот ради ипотеки, допустим. Мне кажется, отсюда бегут. Убыль населения 1000 в год. Здесь и так-то 180 тысяч было. 160 уже. 160, да. Да. Еще каждый год теряется, но здесь тяжело. Что-то мы детских площадок еще во дворах не видели. Как с детьми тут люди? Куда они? Что делают? Честно, я бы своих детей вообще не выпускал бы на детских площадках. Тут медведи ходят. Медведь! О. Идем прямой репортаж. У нас погоня за медведем. Ну вы пока здесь. Да? Пока работаете. Да. Но в целом довольны. Да. Люди здесь хорошие. Рад знакомству. А это точно, рад знакомству. Спасибо большое. Можно фото? Конечно, конечно. Удачи вам со стройкой и не только. До свидания. Да. Так, нас где-то тачка там ждет. Осторожно, по чистому не ходим. Toyota Corolla. А вот она, да, пойдем. Да, с той стороны, наоборот. Здрасте. Простите, а вот не знаете, вот такую машину сейчас купить, сколько стоит? 1 300 000. Что-то недешево. 16 год. Раньше говорили типа 500-600 тысяч какие-то цены называли. Да нет, сейчас такие цены. 2 раза подорожала машина. 3 раза. А почему? А какого-нибудь китайца нового купить за 2 миллиона, но новый, вот вместо вот такой машины? Нет, Почему? китайский не хочу на Вулкан работает сейчас, да? Вулкан? Да. Что значит вулкан? Да, и что? Работает. Ну, пыхтит он, вот я вижу, из него выходит. Вот, потихоньку нормально работает. Вот машины вот здесь. А тут что-то на богатом там какие-то крузаки стоят. Там это, у него, возможно, есть. А Лады кто-нибудь покупает вон там салон? Нивы там какие-то? Нива. Веста? Тут старые мужики берут Нива, все, что не ездит. Ладно. Спасибо большое. С нас чаевые. Хорошего дня. Вот, салон что-то на богатом. Мы когда с аэропорта ехали, видели, там крузаки стоят. Интересно? Вау! Вот это нормальный, блин, салон. Здрасте, а вы отсюда? Да. Вас не затруднит по ценам сориентировать? Вот прям подряд. А это Какие? вы можете на дроме открыть и все. На дроме? Понятно. Это... Это лисанка. Ну, откуда? С Китая? Китай, да. Ну, а гарантия какая-то на него? Не гарантия? Просто Гарантия как... есть, да. То есть сервисное обслуживание есть. Где? Кольцо хлебозавода, Сергей Китаец там. Сергей Китаец? Да, он действительно с Китая, и он является, ну, полуофициальным дилером. Полуофициально. Да. А крузаки откуда? Грузаки как с Японии откуда. Руль-то левый? Ну и что? Это новая машина? Новые. А сейчас же вроде нельзя это все возить. Кто сказал? В новостях говорили. Ну, кто вам сказал? Ну, в новостях говорили, Вы санкции, все. неправильно информированы. Ну, я новости, что мне сказали, то я и думаю.
все можно возить, вопросов никаких нет. Это вы, наверное, крутые просто какие-то, поэтому все возите. Нет, почему? Все законно. Прадик. 4600. 4600. 21 года. 21 год. И вот они пошли, новые машины у нас. Блин, не, Это реальная машина, которая стоит в Владивостоке. Lexus 21900. Да. Это новые тачки. Новые. Нифига С себе нулевым у вас. пробегом. Это вот неплохо. А Лисян-то что, не вспомните? 6500. Только это же хорошая цена. Такой цены нету по всей России. А самая дешевая, что тут у вас-то? О, все, отличная тачка, как первая машина. Сколько стоит? 1 050 000. 20 год. Что-то мы раньше за 400 тысяч такие на машины говорили. Это 465 тысяч рублей. Это самая простая комплектация. Это Nissan Days. 400-500 были пару лет назад. 520 они были. 520. Да. А сейчас 1 050 000. Ну, а доллар-то видишь, куда выскочил. Есть такое. Да. А вот, извините, еще вот гелик у вас там стоит. Да. Откуда, если не секрет? Гелик – это вторичный рынок. Человек приходит, и у него появилась возможность более дорогую машину купить. Если не секрет, что человек вместо гелика взял? 570-й. А Lexus? Да. Ну, понятно. А вот крузак стоит. Личный чей-то на номерах? Нет, это все на продажу. Тоже на продажу. Можно? А какого года? Это, получается, 2005 года. И что пробегает? Ну, они же вечная машина, миллионник. Спасибо за информацию. Спасибо еще раз. Ага, ребятушки, идем в салон Лады. И как туда попасть? Вот куда эта лестница идет? Зачем она здесь? Может, мы спустимся здесь и через лес пройдем туда? Давай так. Там потому что не пройти никак, только на тачке. Да, путь к новой Ниве, он такой непростой. Тут что-то дома строят. А, Лада Нива Урбан. 1 100 000. Так что, нормальная цена. Вот ты бы что взял? Японца 16 года за 1 300 000, кстати, или новую Ниву? Будь я пенсом, наверное, бы Ниву взял. Ну а что делать? Нафиг мне как бы... Хотя, блин, японец там на музыке, электро, автомат. Думать не надо? Как, надо подумать. Блин, у меня в Жигуле 80 какого-то года такая же была вот эта переключалка. Вот ровно такая же. Но пахнет новой тачкой. 981 000. Ладу привезти. Получается ок, а помидоры нет. Цена та же, что на сайте. Буханка. Ну что, закрыто почему-то? Сколько буханка стоит? Как ты думаешь? 1,5 ляма? Быть не может, ты что? Ребятушки, самые интересные цены. В минимальной комплектации крыша, внутри мебель 500-600. И у вас будет уже вот такой. То есть 700 плюс 1 300 000, 1 400 000. Вот такое. Простите, пожалуйста, а почем буханочка? Вот это 2 миллиона стоило. 2 миллиона? А что так дорого? Она же стоила тысяч там сколько-то, 700-800 раньше. На зоне люди работают, которые собирают. Да, да, не, вопросов нет. Зарплату платят, больничные выплаты, это же все себестоимость, вот она и складывается. Чем мы будем здесь рассуждать на тему ценообразования? Ясно. Спасибо вам большое. Продано. Вот так вот. Поехали. В ДНС пешком. Тут пешком можно дойти. Как-то тут не предусмотрено хождение пешком. Нам вот туда нужно. Вот торговый центр. Куда ты, Кирилл, куда ты? Арматура, осторожно. Не-не, смотри, сейчас все будет. Ну что это мы тут делаем, чувак? Люди на Камчатку ездят, немножко, мне кажется, по-другому время проводят. А, смотри, тут уже натоптано. Прям тропинка идет. Вот сюда. Пинг. Тут люди реально постоянно так ходят. Чтоб вы не писали, вот идиоты, не могли, что ли, нормально на такси заехать? Не могли. Но, знаете, некоторые пешком ходят, так дешевле. Короче, iPhone 16 в Москве, в Нижнем, в Питере, в Казани, в МВидео стоит 104 999 рублей. Пойдем. Посмотрим, что здесь. iPhone. Внимание. Чувак, та же самая цена, один в один, что в Москве. iPhone стоит ровно, а помидоры, так сказать, помидоры. iPhone 13, 128, 56 999. Блин, та же самая цена. Смотри, как смотрятся новые планшеты.
Вон, холодильник за 40 тысяч можно купить. Хайр вот 48 тысяч стоит. Кстати, ребяшки, по поводу Хайра. Если нужно, с гарантией, официально и быстро. Малобытовая техника, кондиционеры, холодильники, плиты, все что угодно. Ссылочка внизу, однозначно рекомендую. Идем. Поехали на рынок. Яйца посмотрим, яйца. И недорогую икру нам рынок посоветовали. На рынке должна быть недорогая икра. О, ПСК 35 999, 4 слим, 500 гигов. Красота! Смотри, как красиво. Ой, красотища, да. Здрасте вам. Не забудьте прийти. А вот у нас поездка сейчас стоит 200 с чем-то рублей. Нет, 300. А сколько нужно ездить, чтобы нормально заработать за месяц на жизнь? С утра? Да. С утра. Начинаем работать до 9. Вечера. Вечера, да. И сколько в день получается? Ну, разные, 6-7. 6-7 тысяч? Да. Только это можно 1100 с чем-то зарабатывать, да, в месяц получается? Нормально. Большое спасибо. Остановочка. Простите, выставка рептилий вот идет. И еще какие-то концерты. Мне кажется, должны быть теплые остановки. Автобус 104. Корейский. Итак, идем на рынок. Сразу несколько человек сказали, что вот здесь должно быть недорого. Икра, рыба, ну, все, что везут с Камчатки. Икра где? Где икра? Ламбер 1250, 1 килограмм. Ну-ка, погоди, вот интересно. Вот это поворот! 1700, не понял. А как это у вас так сыр? Здравствуйте. Дешевле, чем в Москве. На 400 рублей. Ну это ж хозяин выставляет цены. Вот мы поэтому сюда и приехали. Нам сказали, что на рынке интереснее цены. Может, у вас и творог тут за адекватные цены можно купить? Творог, ну это в молочку вам надо. Там, да? Да. А икра? Бакалею. А икра, вот рыбный, пожалуйста. Там хорошая икра? Или есть где дешевле и лучше? Ну я не знаю вообще, конечно. Ладно. Ага, погоди-ка, погоди. Да, здрасте. Скажите, пожалуйста, а как-то дешевле можно помидоры купить? Не за 800 рублей. А вы, если не секрет, где покупаете? Давайте вы со своей камерой. Куда? Спасибо. Ого! Вот икра. 7000 рублей. Ну, дешевле. В Москве дороже, вроде как. Тут везде примерно одинаковые цены. Сколько рыбки. Стейк чавычи. 1850 килограмм. У вас все очень красиво. Скажите, а вот 6000, вот ниже ценник мы нигде не видели. Это вот прям самая низкая, видимо, цена. А нам сказали, что у всяких неофициальных товарищей дешевле. Ничего подобного, я могу документы показать. И где-то там через дорогу, через... Это я не знаю, ребят. Что вот местные как покупают? Не-не-не, местные не покупают. Противоречивая информация. Ну и корочки надо взять. Дай творог-то еще посмотрим. Слушай, тут народ немножко это, пойдем, выйдем отсюда. Народ прошаренный. Многие, когда видят камеру, вот сразу резко переключается режим у людей. Они такие, вдруг чего? Проверка там какая-то, не проверка. Рыбнадзор какой-нибудь пришел. Вот ты мне скажи, бананы откуда везут? С Эквадора. Это вообще на карте вот здесь. 170 в Москве и 200 тут. В чем, проблема с Краснодара помидоры привезти? Чтобы не 160 и 800. Вот я сейчас что-то об этом задумался. Конкретный вопрос. Это, как? Скажите, пожалуйста, здрасте. Бананы, сколько у вас стоят бананы? Банан нету сейчас. А вообще, в принципе? В принципе, будет 250. Вот, а в Москве не стоит типа там 170, 160. Да, это Москва, это с Камчатка. Чуть-чуть прибавка. А помидоры в Москве 160, а на Камчатке 800. Почему? Бананы с Эквадора везут вообще-то, а помидоры с Краснодара и Баку. Вообще интересно, почему? Вот, почему? Я продавец. Ладно, спасибо большое. Мне тоже интересно. Вам тоже интересно, да? Всем интересно. Надо выращивать помидоры в России. И больше олигархом сразу будешь. Погоди-ка, а вон 350 помидоры. Простите, 350 помидоры? Это откуда?
И они хорошие вообще? Хороший, да. Помидоры есть помидоры. Китайский помидор. Китайские? Да. Китайские помидоры. Большое спасибо. Давай теплицу делать с подогревом здесь. Домик купим за 10 миллионов, тот самый. Смотри, тут весь город здесь покупает. Все тут закупаются. Слушай, молоко 56, уже лучше. Молоко по 56 рублей. Вон, глянь. Извините, а яйца где можно купить? Нету. Я сегодня утром только. В городе нет яиц? На рынке нет. Ясно. Спасибо. А вот и творог. 290 рублей. Извините, а чье производство? Компания рестриктивная компания Камчатка. Прям здесь, да? Да. Какое все красивое тут у вас. А можно мне, пожалуйста, йогурт клубничный? Ты будешь что-нибудь? Точно? Один? Да, будь добра, один. Картой можно заплатить? Конечно. Картой можно. Все прекрасно. Да. Современный. Будешь йогурт? 2 йогурта, будьте добры. Здрасте. Тут еще. Здрасте. Вот йогурт покупаем. Я не ожидал вообще. Камчатка. Где вы, блин? А вы тут работаете? Я вот работаю. А что у вас там? Конфетки? Красота. Спасибо большое. Я в шоке. Я смотрю вас еще с тех пор, когда у вас Здрасте. канал был этот, что там, техника, что ли? Было дело. Еще Как с вас тех зовут? пор, Вадим. Очень приятно. Вы местные? Да. Прям родились здесь? Да. И всю жизнь живете? И как вам здесь? Отлично. А по профессии кто? Судоводитель. А что вы тут делаете? Ну, конфетки это, конечно, почетно. Жизнь такая, обстоятельства. Ну, Камчатка это же суда, это пароходы. И? Когда мы подростки, да, родители на ухо шепнули, Так. пошел учиться. Сходил, пожалуйста, в моря, как бы не мое. Ну, это почувствовали, да? Почувствовал, да? И деньги не главное в жизни. Вот у меня сейчас ребенок растет, Так. маленький. Да. Я хочу увидеть, как он растет, понимаешь? Пока здесь решили. Ну, также на себя работаю, как бы, да, зарабатываю. А это Ну, ваше все? Да, да. Ребят, Ну, имейте всё. в виду. Все, вот. тут всего там 7 квадратных метров. А как-то можно дешевле продукты на Камчатке продавать? Не, ну вы же понимаете, как бы, все логистика. До Владивостока поездом, Так. оттуда с морем. Ну, А как бананы с Эквадора возят, и они почти тех же денег стоят, что в Москве? вот лучше посмотреть, сколько бензин стоит. Уже 11 раз с начала года у нас подорожал бензин. Новости почитаю, вот 11 раз. Тем не менее, вы здесь, на Камчатке. Вы, видимо, в других-то городах бывали тоже? Был Китай, Сингапур, Корея, Япония. Ну, Питер, Москва же тоже, наверное, В были. Питере я был в 2012 году с супругой в будущем. Так. Отдыхал. Вам здесь нравится? Ну, как нравится. Пока здесь. Тут родина, Тут родина, как а бы. это важно. Да. Ехал вчера на работу. Я живу в Елизово, это просто соседний Так. город. Еду и вот так за рулем снимаю. Ну, Да, разве не да, красота? Да. Ну, да, видеть такое, пустая дорога, пробок нет. На этой приятной ноте закончим наш обзор. Еще раз спасибо большое и рад знакомству. Ребятки, приезжайте на Камчатку. В любом случае сюда стоит приехать. Вот конфеток можно здесь купить и не только. Ждем ваши комментарии. Многие, кто нас смотрит, проживают здесь и дополнят наш обзор своими комментариями. Ребятки, увидимся. Пока.